Всем привет! Сегодня я вам расскажу о своем опыте, как мы с кошкой путешествовали из Европы в Канаду. Переезд кошки из Европы в Канаду. Для того, чтобы перевести кошку в Канаду из Европы, нужны были ветеринарный паспорт, чип, вакцины, от бешенства и комплексная по возрасту, заметки в паспорте про обработку блох и глистов не ранее, чем за 48 часов до поездки, осмотр ветеринаром. И из вещей для кошки – бутылка, воду в которой можно было набирать в аэропорту, немного сухого корма, пеленки на дно переноски и сменные на всякий случай, сухие и влажные салфетки. Несмотря на то, что в интернете можно найти информацию о том, что нужны какие-то сертификаты или титры, на деле же этого ничего не спрашивали. И так начался наш путь. В аэропорту Фара, Португалия, на кошку в переноске даже не посмотрели. На стойке чекина только посмотрели на первую страницу ее паспорта, увидели фото, переглянулись с фразой «Гы, кошка», закрыли паспорт и отпустили с билетом, где ручкой было указано «Cat in cabin». Следующий этап – проверка ручной клади. На этом этапе все улыбались, кошку сказали оставить в переноске и поставить переноску в лоток, где животное прошло рентген, как сумка. Кошка была ужасно перепугана от ситуации. На паспортном контроле я пыталась дать паспорт кошке на проверку. Сказали, что это не нужно, раз мы уже дошли до этого этапа, значит у нас все окей. Дальше было ожидание на посадку в Гейтс. Самое время попытаться предложить котику попить. Кстати, для путешествий с животными рекомендую обзавестись такой бутылкой. Ну или на крайняк можно использовать шприц без иглы. При посадке на борт все улыбались кошке. Стюардесса подошла и сообщила, что кошка должна быть полностью в переноске под сиденьем во время взлета и приземления. Летели мы авиакомпанией Air Transat. Во время взлета мы мочили кошке нос, чтобы она глотала и не страдала от перепадов давления. Практически все 7 часов переноска с кошкой была на руках. Никто ничего нам не сказал. Во время пути наш питомец отказывался от еды, воды и туалета. У всех это индивидуально. По прилету в Торонто в автомате-декларанте нужно было задекларировать, что мы привезли с собой живое животное, а через несколько этапов нас послали в зал декларирования, где работница долго исследовала абсолютно весь ветеринарный паспорт и проверяла каждую дату, мельком глянула на кошку. По итогам нам нужно было заплатить там на месте $36, и нам выдали соответствующую справку об этом. На этом наше прибытие закончилось, и нужно было заново проходить этап отбытия. На чекине в WestJet паспорт кошки не особо интересовал работницу аэропорта. Она просто посмотрела на первую страницу, где указано, что это кошка, и повернула к нам экран, где дружелюбно предложила нам выбрать свои места из всех свободных на тот момент. На проверку ручной клади сказали кошку достать из переноски и пройти с кошкой на руках через магнитную рамку. Переноска прошла как обычная сумка. После выхода с рамки меня попросили показать ладони вверх и потыкали по ладоням черной палкой. После минуты ожидания отпустили. Видимо, человек с кошкой на руках вызвал у них сомнения. В аэропорту Торонто есть зона для выгула животных. Мы отвели туда котейку облегчиться, но, к сожалению, так как это домашняя кошка, знающая только о песочке, она не понимала, почему она на пластиковом газоне и что ей делать. При посадке на борт подошел стюард и напомнил, что кошка должна быть внизу под сиденьем, и что если мне что-то понадобится, я могу обратиться за помощью. На деле же, как только самолет начал двигаться, кошка впала в истерику и всеми силами пыталась вырваться из переноски, и успокоилась только будучи у меня на руках. Спустя полчаса стюардесса заметила это и подошла ко мне с замечанием спрятать кошку. Эти 2 часа полета были ужасными. Животное успокоилось аж выйдя из самолета в Виннипеге. К слову, весь наш путь с пересадками занял 22 часа. Несомненно, это был большой стресс для животного. И мы пошли на это только потому, что знали, спустя год жизни в Канаде, что нас тут все устраивает, и мы остаемся. Надеюсь, видео было информативным. Всем спасибо за просмотр.